Ну что, народ, привет, здоров, физкультурники. Мы записываем второе видео с нашими гантелями. Напоминаю, первое видео вышло недавно, можете зайти, обязательно посмотрите, кто не видел. В этих нескольких роликах, которые сейчас будут подряд, мы записываем упражнения, где мы берем веса с пола и делаем тяговые движения с пола до плеч. Окей, первых два уже мы рассмотрели, сегодня мы рассматриваем следующие два упражнения. И продолжаем пока что также с, как я сказал, с гантелями. Итак, народ, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И что, народ, погнали! Итак, друзья, следующие два упражнения, которые мы с вами рассматриваем, это будут такие. Первое – это Dumbbell Power Clean плюс Front Squat. Итак, друзья, как же оно выполняется? Выполняется оно все следующим образом. То есть мы уже рассматривали в предыдущем видео Power Clean. Да? То есть я вам напоминаю, оно делается следующим образом. Мы с гирями, с гантелями поднимаемся до верха, подкидываем гантели всей массой веса, выпрямляясь полностью во всех суставах. Как только мы подкинули и гиря, и гантели начинают подниматься вверх, мы падаем обратно в дип, это называется позиция Power Clean, и выпрямляемся ровно, окей? То есть, это мы запомнили, друзья, да? Итак, что мы добавляем в данном случае? Это всего лишь еще одно движение, то есть Front Squat. Front Squat это означает, когда у нас гири лежат на плечах, мы держим их впереди, мы не откидываем их назад, да? То есть, они должны приблизительно выглядеть вот так вот, впереди. И отсюда мы просто должны сделать приседание. Итак, соединяем оба движения вместе. По большому счету, ничего сложного не должно произойти. Итак, коснулись пола, подкинули, выпрямились, сели, выпрямились. Причем можно даже после того, как вы делаете парту, немного подпрыгнуть и расставить ноги чуть шире, чтобы вам было удобно. То есть выполняется это, теперь смотрим спереди, следующим образом. Коснулись, да, начало у нас отсюда. Мы подкинули, встали, фронт сквот, сели, окей? Можно, как я сказал, чуть-чуть раздвинуть ноги, чтобы было удобнее, если кому-то нужно, и приседаем. Вот такое вот упражнение. Вот. То есть, друзья, в общем-то, здесь в этом упражнении ничего сложного нету, да? Упражнения, мы просто берем два разных совершенно упражнения и соединяем их в одно движение. Таким образом, мы просто включаем в работу еще немного больше мышц. Естественно, для нас это только в плюс идет. Окей? Это было первое упражнение на сегодня. Итак, друзья, второе упражнение на сегодня это Dumbbell Clean, то есть обычный клин. В чем разница? Давайте немного так теории. И по большому счету в кроссфите есть такой прикол небольшой. Я просто не знаю, как это назвать по-нормальному, да? Поэтому называю типа приколом. И если мы берем тяжелую атлетику, и в ней написано, что вы должны сделать клин, это означает, что вы делаете клин, то есть полное движение в приседе как положено. Если написано, что вы должны сделать power clean, вы выполняете power clean. Окей? В кроссфите сделали чуть-чуть из этого такой салат. И что это означает? Он означает, что когда пишется просто clean, это означает, что вы можете выбрать, что делать. Power clean или clean squat. Но если написан clean squat или написан Power Clean, то вы обязаны выполнять только Clean Squat или только Power Clean. То есть в данном случае я говорю вам Dumbbell Clean, я имею в виду полный клин со сквотом. Почему? Потому что мы в предыдущем видео разбирали отдельно, и даже в этом видео, да, мы разбирали отдельно Power Clean. То есть когда мы просто ловим в дип и встаем обратно без приседа. Поэтому сейчас, когда я говорю Dumbbell Clean, я имею в виду именно полное приседание. Итак, друзья. Все то же самое выполняется, как и в Power Clean. Единственное, что в этом случае мы должны с вами полностью упасть вниз. То есть вначале медленно. Что мы делаем, друзья? Мы с пола тянем, подорвали, гири, гантели пошли вверх. В этот момент мы прыгаем вниз, кладем им на плечи и встаем. То есть мы когда подорвали, мы опять же, как и в Power Clean, так и в Squat Clean, что делается? Мы не пытаемся поднять вес на плечи, а потом сесть. Нет. Мы подорвали докуда могли, и потом уже резко падая вниз, мы должны подсесть под вес и положить его уже на плечи. Окей, вот в этом вся разница и работы. Итак, отсюда мы подорвали
и упали под вес. Окей, при этом, как я уже говорил раньше, друзья, мы после подрыва можем немного расставлять ноги в сторону, для того, чтобы нам было легче сделать и присед. Почему? Потому что обычно, когда мы начинаем движение, мы стоим ногами достаточно узко. В такой позиции приседать, особенно с большими весами, это неудобно, непрактично, да и не у всех есть для этого достаточно растяжки в тазобедренном суставе. И также, так как вес у нас наверху, еще и плечевой сустав тут играет очень важную роль в его растяжке. Поэтому после того, как мы подкинули, мы не просто толкаемся, а мы подпрыгиваем вверх. И после вот этого прыжка мы должны расставить ноги немного в стороны, для того, чтобы нам легче было уйти в сет. Итак, друзья, смотрим отсюда. Коснулись, подкинули и упали под веса. Коснулись, подкинули и упали под веса. Окей? Вот таким вот образом выполняется Dumbbell Clean. Ну что, друзья, это было второе видео, в котором мы с вами разобрали упражнения, связанные с гантелями. Понятно, что упражнений есть много. Есть еще всякие упражнения типа хэн, которые от колена поднимаются вверх. Но в данном случае мы их почему не задействуем? Потому что мы рассматриваем именно упражнения, как я сказал еще в начале первого ролика. Это упражнения, которые касаются с пола до плеч. То есть в этом диапазоне. С пола до плеч, не с какой-то другой точки начала. Поэтому мы рассматриваем вот такие вот, только вот парочку таких упражнений. И чтобы потом просто не летали просто вопросы, а есть еще так, а еще так. Я прекрасно знаю, какие есть еще упражнения. Просто в данном случае мы рассматриваем именно это. Итак, это были два ролика про две части про именно работы с гантелями. Следующие у нас ролики будут, это уже мы перейдем делать со штангой. Забегу немного вперед, скажу сразу, что в общем-то все то же самое, только вместо гантели у нас будет штанга в руках. В общем-то движение практически то же самое. Окей? И на этом, друзья, мы будем с вами прощаться. Как всегда, обязательно лайк, подписка. Пожалуйста, не забывайте. Это очень-очень важно. Ну и да пребудет с вами сила, народ. Пока.